Эта история произошла в одном селе Орехово, что в Энской области России в начале нашего века и может показаться отрывком из мыльной оперы, но все не так просто. Жил-был в том селе тракторист по имени Семен, большой и светловолосый молодой парень. Можно сказать, архетипичный представитель первого парня на деревне, и работа подходящая. Семен водил трактор, принадлежащий их поселку. А бы кому такую работу не доверили бы, так как трактор вещь ценная и дорогая, тут руки прямые нужны, и чтобы пил поменьше, а работал побольше. Горькая доля тракториста Семена и его размышления на эту тему. Семен не был обделен женским вниманием и не раз становился объектом охоты молодых девок, которые стремились за его счет обеспечить свое житейское счастье. И вот вел один раз парень свой трактор по пашне, а работа монотонная и нудная, что сказать. Поэтому, чтобы не заснуть и не отвлечься, Семен думал про себя, про всех тех деревенских невест, которые его осадили и буквально не давали нормально пройти. Сами понимаете, начало 2000-х, работы нет и денег тоже, а тут работящий и при средствах идеальный муж для деревенской Дуни или Аглаи. Пусть не обижаются носительницы этих имен. Катит Семен на тракторе, пашет и ведет сам с собой разговор: вот Ленка хороша и пригожа, а какая у нее фигура, все остальным девкам на зависть. И, казалось бы, только свистни и прибежит к тебе, сходит с тобой на танцы и после танцев останется. А там дальше пойдет дело, и есть куда привести, и жениться с легкостью можно, и дети пойдут. Надо сказать, что до этого Семен не особо уделял внимания женскому полу, и дело обычно заканчивалось на танцах робкими поцелуями или даже без них. Особенно если у девушки были крепкие братья, и отец тщательно оберегал свою легкомысленную кровиночку, готовую окунуться во взрослую жизнь раньше времени. Поэтому Семен и не спешил никуда: приведу домой вот такую легкодоступную и легкомысленную, а что дальше? Работаю и я много и подолгу не попадаю домой, особенно если идет сезон, а такая будет скучать в одиночестве. Кажется, что она скорее найдет себе другие развлечения, и буду потом воспитывать непонятно кого, считая своими детьми. А если все раскроется, то какой позор то будет и мне, и девке той. Нет, рано мне пока жениться. Нужно найти ту, которая не будет такой доступной и которая станет настоящей женой, а не просто развлечением на ночь. Резко ударив по рулю трактора, сказал себе Семен: такая не изменит с первым приглянувшимся парнем, и детей нормально воспитывать будет. Все, решено, ищу такую, и не надо мне наших девок, в головах которых только бы забеременеть и выскочит побыстрее замуж. А надо сказать, что Энская область была довольно малозаселенной, и в ней росло много непроходимых лесов. Дикий зверь возле Ольховки был нередок, и мужики часто промышляли охотой. Особенно когда заканчивался летний сезон и работа останавливалась, а жить как-то надо. Поэтому никто бы не удивился, увидев волка на мусорной куче или медведя, который вышел из леса побродить по поселковым улицам и попытаться украсть что-то съестное. В тот момент, пока Семен предавался важным для себя размышлениям, незаметно начинало темнеть. Поэтому тракторист включил фары на машине и резко дал по тормозам, так как увидел впереди помеху. Эта помеха выглядела как обычный лесной волк, который оказался прямо на пути многотонной машины. Удивительно даже, что он не убежал от грохота работающего двигателя, тянущего на себе столько металла. «Что же ты не уходишь с дороги?» — спросил себя Семен, как бы внутренне обращаясь к серому хищнику, и нажал на гудок. Однако волк даже не попытался убежать или как-то спрятаться. Вместо этого он замер и застыл в таком положении. Семен был не из пугливых, да и с волками встречал не раз. Поэтому парень решительно вышел из кабины, прихватив тяжеленный гаечный ключ, и направился к зверю, который даже в такой момент никак не отреагировал на происходящее и только следил за человеком взглядом. Наверное, какая-то скотина привязала хищника к земле и таким образом решила от него избавиться. Зло подумал про себя Семен, который очень любил животных и не понимал, когда другие издевались над братьями нашими меньшими. Парень медленно обещал волка по луге и понял, что хищника ничто не держит, ни цепь, ни веревка. «Что же ты тут тогда делаешь?» — спросил Семен волка, но тот не ответил, и тогда парень обошел зверя, заметив что-то неподалеку. Это оказалась человеческая рука, наполовину торчащая из-под земли. Причем, судя по тонкости и цвету кожи, принадлежала конечность мужчине, а женщине или ребенку. Теперь стало понятно, что держит хищника на поле, он почувствовал добычу и сторожит ее для себя.
Ну вот теперь понаедет милиции, и весь оставшийся день пропадет. Придется работу завтра доделывать. Сказал вслух парень и хотел уже было пойти по направлению к Ольховке, чтобы найти председателя. Мы же помним, что шло самое начало 21 века, и сотовые тогда были очень дорогим удовольствием, которое могли себе позволить только самые богатые. Уже повернувшись к селу, Семен краем глаза заметил движение и решил, что волк решил на него кинуться. Но все оказалось немного иначе. То рука шевельнулась, которая, как думал Семен, принадлежала покойнику. Парень, не обращая внимания на волка, ринулся к трупу и начал его откапывать. Лишь бы не задохнулся. Думал про себя Семен, активно работая руками и разгребая жирную землю, готовую под засев. Вскоре ему удалось откопать тело да это же девка. И правда в земле оказалась закопана девушка приятной внешности и вообще не похожая на местных деревенских девок. Более правильные черты лица, такая и хрупкая. Незнакомка произвела на парня сильное впечатление, вот если бы не грязь повсюду и не испорченная одежда, то вообще красавица. Семен спросил: «Ты в порядке?» Девушка, откашлившись, кивнула, но так и не сказала ничего. Тогда Семен задал следующий вопрос: может быть, вызвать скорую, а то у тебя может начаться сильная простуда или воспаление легких. Реакция оказалась такой же, только теперь мотание головы явно говорило: не надо. Тогда я отнесу тебя к себе, и там ты сможешь отогреться. Ты вообще помнишь, как тебя зовут или где ты живешь? На что Семен в очередной раз получил отрицательные кивки. Вот так и понес парень спасенную незнакомку к себе домой, а серый волк отправился следом за ними. Не побоялся хищник зайти в село. Принеся девушку домой, Семен показал, где можно умыться, а сам не знал, что делать. Я схожу обратно на пули и пригоню трактор на стоянку, а то негоже технику бросать. Разумеется, получил очередной кивок и, не запирая дверь, отправился гнать машину. Однако, когда Семен вернулся домой, то обнаружил, что гостей у него не одна незнакомка, а в дополнение к ней завелся лесной хищник. Волк наотрез отказывался уходить из дома, и девушка сильно его боялась. Но Семен решил показать, что волк не страшный, смотри, не бойся. И погладил серого по загривку. На что барыня смотрела с открытыми от ужаса глазами, но потом решилась и сама погладила зверя. Спустя несколько месяцев. Девушка так и не вспомнила, как ее зовут, и даже не заговорила, так и жила немой, но все слышавший и понимающий. Волк тоже никуда не девался и прижился в доме Семена. И если про зверя все подивились некоторое время, то девушку стали буквально ненавидеть все пролетевшие потенциальные невесты тракториста и первого парня на деревне. Завистницы даже представить себе не могли, что их с Семеном ничего не связывало, но как это объяснить недалеким девкам? В любом случае девушка почти не выходила из дома, а Семен, наоборот, начал смотреть на нее новым взглядом, и тем самым озлобленным девушкам было невдомек, что они и заставили парня посмотреть на незнакомку, как на потенциальную жену. А что? Красивая, по хозяйству работает, говорит мал. Вообще не говорит, идеальный вариант. И вот однажды шли Семен и девушка по Ольховке, и вдруг навстречу им выруливает «Жигуль» с сынком председателя за рулем. Девушка, как увидела этот автомобиль, так и побледнела, а машина останавливается, и из нее вылезает Валерик, сынок, то и говорит: «Семка, ты ее откуда нарыл? Это же Ксюха». «Так ее зовут Ксюха?» — спрашивает Семен. «Зачем ты это сказал?» — вскрикнула Ксения и тут же побежала к дому Семена. Да, она в городе работала ночной бабочкой, и говорят, что ее босс прикопал в лесу за то, что она клиентов на бабки кидала. «Ты где ее нашел?» — радостно заржал Валерик. «Так в лесу и нашел. Уже несколько месяцев у меня живет и немой притворяется», — злобно выругался Семен и пошел домой. «Так ты с ней аккуратнее», — напоследок присоветовал Валерик, прыгнул в «Жигуль» и умчал в закат. Семен же пошел к своему дому, куда убежала Ксения, и, увидев предавшую его смелой надежды девушку, начал выгонять ее на улицу. Выбросил все вещи и запер перед ней дверь, только волк скулил и рычал внутри дома, как бы прося парня передумать. «Пожалуйста, не выгоняй меня. Я не навредила бы тебе, ведь ты меня спас и пригрел», — молила Ксения, стоя под дверью. «Я тебе доверял, а ты вон какая оказалась», — кричал в ответ Семен, а на фоне рычал волк. Так продолжалось несколько дней, пока Ксения не смогла убедить Семена в то, что она в него влюблена и не может больше ни на кого смотреть. Сердце Семена оттаяло,
и он впустил ее обратно в свой дом и свою жизнь. А дальше случилась свадьба, и через год у них родилась дочь Ольга. А волк так никуда и не ушел, жил себе до конца своих дней в доме Семена, и все к нему привыкли. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.